Что ж, начинается новая рабочая неделя, и могу сказать, что прошедшая была одной из самых насыщенных не только за этот год, но и за прошлый. Новости летели просто сумасшедшим потоком. Мы получили судебный иск против биржи KuCoin, претензии SEC к Ethereum, налог от Байдена на майнинг в США, ну и конечно же падение второго стейблкоина мира USDC. Естественно, каждая из этих новостей заслуживает отдельного видео, но главным событием, которое сейчас остается на повестке дня, является самое масштабное банкротство американского банка за последние 10 лет. На данный момент вся банковская система, а также экономика США находится на грани полного краха, подобному тому, который был в 2008 году. И если ФРС США в течение следующих 48 часов не решит эту катастрофическую проблему, то абсолютно весь банковский сектор будут ждать очень большие проблемы. Из-за банкротства банка Силиконовой долины, который имел капитал в 200 миллиардов долларов, всего лишь за 2 дня крупные и мелкие банки потеряли более 52 миллиардов долларов, потому что эта ситуация запустила эффект домино, ведь в четверг и в пятницу клиенты многих банков активно выводили свои деньги, а инвесторы продавали акции. Но помимо этой серьезной проблемы, нас также ожидает важнейший отчет индекс потребительских цен, который опубликуют уже завтра. И именно от него будет зависеть будущая процентная ставка 22 марта. И сейчас перед ФРС стоят весы, с одной стороны которых находится высокая инфляция, а с другой глобальная проблемы с банками из-за их процентных ставок. Поэтому Пауэллу придется сделать правильный выбор, чтобы поймать максимальное равновесие между первым и вторым. Поэтому в сегодняшнем видео мы с вами разберем, насколько серьезна является проблема с банками, какие могут быть последствия, что будет с завтрашним ИПЦ и как на это отреагирует криптовалюта. Также, если вы желаете как можно раньше увидеть видео, где мы подробно разберем и составим прогноз на будущие процентные ставки, которые опубликуют 22 марта, то перед просмотром не забудьте поставить видео лайк. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Для начала хочу сказать, что пока вы смотрите это видео, ФРС уже готовится к экстренному заседанию для решения проблемы с банком SFB. Данное заседание должны провести в 11:30 по Вашингтону. И чтобы вы максимально быстро получили информацию касательно решения, которое примет ФРС, перейдите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Для вас это будет очень важно. Также завтра перед ИПЦ всю самую важную информацию мы будем публиковать в телеграм-канале, поэтому мы вас ждем именно там. А начнем мы сегодняшнее видео с новости о банкротстве банка SFB. Скажу сразу, что все основные моменты мы, конечно же, разобрали вот в этом ролике, где также затронули падение USDC, но за эти пару дней появилась достаточно интересной информации, которую мы, конечно же, не могли оставить без внимания. Для ребят, которые не в курсе, напомню, в прошлую пятницу появилась информация, что самый крупный банк в Кремниевой долине обанкротился и стал вторым крупным банкротством за последние 10 лет. Причин этого падения на самом деле несколько. Во-первых, это связано с тем, что SFB активно кредитовал множество молодых компаний. В 2021 году фондовый рынок процветал, процентные ставки были близки к нулю и деньги хлынули в технологический сектор. Многие стартапы размещали свои деньги в SFB, а банк в свою очередь брал эти деньги и инвестировал их, в том числе и в кучу долгосрочных облигаций. В то время эти инвестиции выглядели относительно безопасными, но в прошлом году они стали более рискованными, поскольку процентные ставки выросли, а облигации упали в цене. В этом году, когда инвестиции в технологии замедлились, а стартапы вывели деньги из банков для оплаты своих расходов, SFB пришлось продавать часть своих облигаций в убыток и найти новый капитал для выполнения своих обязательств. И как вы уже догадались, главной причиной этого хаоса стало именно рекордное увеличение процентных ставок ФРС. Ведь брать кредиты для развития любых компаний, в том числе и технологических, стало гораздо дороже. Мораль сей басни такова: если вы банк и многие из ваших клиентов являются технологическими стартапами, возможности которых чувствительны к росту процентных ставок, не вкладывайте свои депозиты в долгосрочные облигации, которые обесценятся, если процентные ставки вырастут. После того, как в пятницу банк закрыли регуляторы, за него взялась страховая компания FDIC. И сейчас совместно с ФРС, Министерством финансов и различными регуляторами решается дальнейшая судьба SFB. За последние несколько лет банкротство
обанкротилось достаточно много банков, но они почему-то не вызвали угроз тотального краха системы. Но почему SFB так важен? Во-первых, это размер депозитов – около 170 миллиардов, а во-вторых, страх клиентов касательно страховки их счетов, а это уже влияет и на другие банки. Например, бывший директор инвестиционной компании Bridgewater заявил, что сегодняшнее решение ФРС и страховой компании FDIC по поводу SFB может повлиять на региональные банки по всей территории США, поставив триллионы долларов под угрозу банкротства. Объяснил он это тем, что почти треть депозитов США хранится в небольших банках, и около 50% из них даже не застрахованы. Также он написал, что FDIC страхует небольшие депозиты во всех банках, но это покрывает только около 9 триллионов из почти 17 триллионов непогашенных депозитов. То есть банки имеют триллионы незастрахованных депозитов, и это прекрасно понимают клиенты этих банков, из-за чего в ближайшие пару дней банки столкнутся с тысячами клиентов, которые захотят вывести свои деньги. А из-за банкротства SFB в банке остались миллиарды клиентских денег, которые сейчас находятся под большим вопросом, ведь страховая FDIC покрывает счета только до $250 тысяч. И как раз таки в рядах таких счетов, которые превышают эту сумму, находится часть денег Circle, которые выпускает USDC, из-за чего он собственно и упал ниже $1, ведь 3,3 миллиарда просто летают где-то в воздухе. Circle, конечно, молодец, хранить 25% активов в одном банке, видимо, про пословицу «хранить яйца в одной корзине» они не слышали. Тем не менее, Circle заявила, что сделает все, чтобы вернуть USDC к $1, но они не вернут самого главного – это доверие клиентов. Ведь лично я после этой печальной истории использовать USDC больше не буду. На самом деле, негативные новости начались еще с банкротства криптобанка Silvergate 3 марта, после которого биткоин начал падать и тянуть за собой весь рынок крипты. Но это никак не помешало участникам нашей подписки Coin22 Pro заработать на этом падении, ведь они вовремя получали качественный анализ рынка от аналитиков Coin22. И на прошлой неделе мы шортили все, что попадалось нам на глаза. Например, участники Pro заработали от 15% на шорт-сделках по Dogecoin, от 20% на снижении монеты Avalanche, от 30% на активном падении Solana, и так может зарабатывать абсолютно каждый. А для всех новичков мы предоставляем пошаговое обучение на старте, которое легко поможет освоить основы трейдинга. А так как в ближайшие дни рынок будет очень активный, шансы на заработок увеличиваются в разы, поэтому не упускай такую возможность. Присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании и получи свою первую прибыль уже сегодня. Возвращаясь к банкам, могу сказать, что у ФРС реально будет 48 часов, чтобы попытаться решить эту проблему или хотя бы смягчить последствия для остального банковского сектора. По этому поводу миллиардер Билл Экван призвал правительство гарантировать страховку всех депозитов, хранящихся в SFB в течение 48 часов, иначе это может привести к уничтожению многих финансовых учреждений. Вчера в Твиттере он выложил огромный пост, в котором расписал, какие могут быть последствия для экономики, если правительство США и ФРС не примет меры для решения проблемы с банком. Для вас я выделю важные тезисы, с которыми я абсолютно согласен. Во-первых, он сказал, что если правительство не будет гарантировать страховку всех депозитов SFB до понедельника, то первое, что мы увидим, это снятие практически всех незастрахованных депозитов со всех банков. В принципе, это то, что я говорил ранее. Когда любой клиент банка понимает, что его деньги никак не застрахованы, первое, что он хочет сделать, это максимально быстро их снять. Далее он пишет, что эти снятия вытащат всю ликвидность из местных, региональных и других банков и начнут их постепенно разрушать, если правительство США не защитит всех вкладчиков. А единственным другим способом решения этой проблемы он предложил, чтобы крупные организации, такие как JP Morgan, Citibank или Bank of America, приобретут SFB до понедельника. Но такой вариант уже маловероятен, ведь на выходных никто никакие сделки по покупке не проводил, и сейчас это делать уже немного поздновато. Также он утверждал, что этого можно было бы избежать, если бы правительство США вмешалась в пятницу и гарантировала страховку всех депозитов SFB. Но сами понимаете всю эту бюрократию. Банки и чиновники на выходных не работают, и эту проблему правительство решило оставить на сегодня. Поэтому пока они соберутся, придумают план решения, проблема может усилиться еще больше. Тем не менее, министр финансов США Джанет Йеллен вчера на интервью сказала, что федеральное правительство не будет спасать банк SFB, но они работают над тем, чтобы помочь пострадавшим вкладчикам. Йеллен имела в виду, что правительство постарается
постарается спасти вкладчиков, но выделять крупную финансовую помощь они не собираются. То есть будущее этого банка их не интересует. Честно говоря, здесь же проблема не только в пострадавших клиентах, а и в работниках этого и других банков, которые просто потеряют свою работу. Но, видимо, ФРС пытается повышать безработицу любыми способами. Правда, она отметила, что чиновники волнуются за вкладчиков и сосредоточены на попытках удовлетворить их потребности. Йеллен также стремилась успокоить опасения, что крах банка может привести к эффекту домино. И она сказала, американская банковская система действительно безопасна и хорошо капитализирована. В эти слова, конечно же, хочется верить, но когда буквально за 2 дня банковский сектор теряет около 52 миллиардов долларов и мы получаем крупнейшее банкротство за последние 10 лет, сложно найти оптимизм в ее словах. Как я говорил в начале ролика, сегодня должно состояться экстренное заседание ФРС, страховой FDIC и других органов, на котором предстоит решить судьбу SFB. Но из-за того, что примерно 85% вкладчиков SFB хранили деньги на счетах, не застрахованных в FDIC, это означает, что эти деньги могут быть безвозвратно утеряны. При этом даже та 15% часть застрахованных счетов сможет получить страховку не более 250 тысяч долларов. Да, вот такую глобальную проблему мы имеем на сегодняшний день, которую придется решать долгое время. И сделать это без всяких последствий на рынок акций и крипты вряд ли получится. К тому же завтра опубликуют ИПЦ, на который ФРС будет обращать особое внимание. На 2 встречах чиновников 7 и 8 марта активно обсуждали вопрос инфляции и то, насколько высоко придется поднимать процентные ставки, чтобы ее снизить. Пауэлл тогда заявил, что ФРС рассмотрит вопрос о повышении ставок на 0,5% и, вероятно, повысит ставки гораздо выше, чем ожидалось ранее. Но после того, как произошли эти события с банками, а также был опубликован отчет о безработице, который показал ее увеличение, возможно, ФРС не будет повышать ставки на 0,50%. И если завтрашний ИПЦ покажет рост, у ФРС появятся дополнительные проблемы. Прогнозируют, что ИПЦ упадет до 6% после роста в прошлом месяце, что уже немного настораживает. Сказать, какой будет ИПЦ на самом деле, очень сложно, но это будет настоящим праздником, если после неоднозначных данных за январь и промежуточных показателей в феврале мы получим ИПЦ на уровне 6%. Своими ставками ФРС пытается ограничить любые инвестиции, что делает кредиты более дорогими. Вот поэтому это оказывает такое негативное влияние на банки и любые активы, включая крипту. За прошлую неделю биткоин терял до минус 13%, пробивая ключевой уровень 21 700 и фиксируя поддержку на уровне 19 700 долларов. Собственно, это аналогично тому, что мы говорили вот в этом видео. Это нам показывает, что психологический уровень в 20 тысяч очень важен для инвесторов. Многие трейдеры после снижения покупали биткоин именно на этом уровне, причем объемы покупок были очень высокие. И это привело к тому, что за выходные мы возвращались к уровню 21 тысячи. Но все равно это не дает нам полной уверенности в том, что биткоин продолжит лететь вверх на этой неделе. Ведь возвращение в нейтральный RSI предоставляет нам потенциальную возможность как для роста, так и для падения, и это нужно иметь в виду. Уровень 19 700 по-прежнему остается сильной поддержкой, но в то же время 22 тысячи будет выступать жестким сопротивлением в ближайшие дни. Конечно, если это сопротивление мы с легкостью пробьем и перевернем в поддержку, это может привести к возврату в диапазон 23-24 тысячи. Но все станет ясно после завтрашнего ИПЦ, решения проблемы с банком SFB и, конечно же, мартовских процентных ставок. Если эти факторы будут положительными, они несомненно отражатся на цене биткоина. Поэтому паниковать не стоит, ведь США сделает все, чтобы спасти свою экономику. Напомню, что скоро будет заседание ФРС, и узнать его результаты вы сможете у нас в Telegram. Не забывайте поддерживать видео лайком, жмите на колокольчик и желаю вам прибыльной недели. До скорых встреч!